right here, not really. Just a sec, what now? Yes, do that. And that hopefully will be sufficient. All right. Now we just need our translator. And we will begin. And we, will begin. There he is, I think. Uh-huh. Okay. So, yes, all right. Translator is here. And Итак, все хорошо, переводчик на месте. Можно начинать. And we will begin by И reciting начнем our мы сегодня special verse. с произнесения особенного стиха. Nana Shastra Vicharanayika Nipano Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghuyago Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghuyago Shri Jiva Gopalako. Hare Krishna. Hare All right, so Krishna. last night we were getting into the preface. Вечером мы начали читать предисловие, которое принадлежит авторству Шрилы Прабхупаде. Это непосредственно его вступительная речь, который Шрила Прабхупада помогает нам понять непосредственно, о чем идет речь в этой книге, что является предметом ее обсуждения. Именно эту книгу мы собираемся изучать. И в соответствии с моей английской версией книги, которая, надеюсь, у вас есть, in Russian, I hope there's a version which we can use the same page and paragraph есть также русский вариант Нектара преданности, который мы можем использовать, поскольку я достаточно часто буду называть определенные страницы и параграфы. И таким образом вы сможете увидеть определенные важные моменты, которые мы будем отмечать по ходу лекции. Итак, вчера вечером мы начали читать вторую страницу вступления, всего их 5. Мы прочитали первые 3 параграфа, которые, по сути, содержат в себе историческое описание событий, связанных с Рупой Госвами, Санатной Госвами. Итак, мы переходим к 4-му параграфу. И прежде чем мы перейдем к чтению 4-го параграфа, произнесем молитвы. Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastya Chadeshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapatarubhyascha kripa sindhu bhyevacha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So we're going on to the fourth paragraph on Итак, мы переходим к чтению 4-го параграфа, второй страницы вступления, в котором Шрила Прабхупада фокусирует наше внимание на следующем моменте. Наше движение сознания Кришны основано на авторитетной версии Шрилы Рупы Госвами которую назвучивает Бхакти Расамрита Синдху, Нектара преданности. Вот чем мы занимаемся в сознании Кришны в этом движении. Мы занимаемся авторизованным, авторитетным видом деятельности, не имеющего ничего общего с каким-либо плодом воображения или измышлением кого-либо. Это аутентичный авторизованный процесс. И поэтому Шрила Прабхупада фокусирует наше внимание на следующем моменте. Именно по этой причине мы называемся Рупанугами. Можно отметить здесь, что это может быть одним из вопросов, которые вы должны будете ответить. Есть ли у вас вопросы? Это вопрос, на самом деле, к южноафриканцам сейчас. Существует 5 вопросов к предисловию. Я надеюсь, что вы следуете за ходом мысли, потому что на самом деле вам необходимо вникать в то, что мы говорим сейчас, поскольку это является составной частью всего Бхакти-шастры. Итак, сколько у нас всего вопросов к вступлению в английской версии? Есть 5 терминов санскритских, которые употребляются в предисловии, которые необходимо знать наизусть. Первый термин — это рупануга. Появляется этот термин в 4-м параграфе на 2-й странице. И Шрила Прабхупада объясняет таким образом этот термин. Нас называют рупанугами, потому что мы являемся последователями, которые идут по стопам Шрилы Рупы Госвами, Прабхупады. Достаточно четко и ясно говорится об этом в 4-м параграфе на 2-й странице. Мы являемся рупанугами, и это очень важный момент. Это означает, что процесс, которому мы следуем, авторизован, авторитетен, аутентичен, и мы также являемся авторизованными последователями. Далее Шрила Прабхупада начинает погружаться более подробно в описание непосредственно самого предмета обсуждения книги. Да, вчера, конечно, мы говорили с исторической точки зрения о значении личности Рупы Госвами и его встрече с Господом Чайтаньей. Непосредственно сейчас мы перейдем к обсуждению следующего предмета в 5-м параграфе. Прабхупада говорит о Бхакти. Что такое Бхакти? Итак, те, кто скачали книгу электронную с Гита-бейском, здесь говорится, Бхакти означает преданное служение. Смотрите, пожалуйста, этот параграф. Любое служение имеет свои привлекательные черты, побуждающие человека, занятого этим служением, продолжать его. Да.
И обычно Prabhupada goes on, if you're looking in that paragraph right now, Prabhupada goes on to say that the impetus really is that we're getting some pleasure from whatever the service is. что на самом деле мы испытываем удовольствие от служения, But in this world, as Prabhupada goes on to say, в этом in мире, this Шрила fifth Прабхупада paragraph, продолжает говорить в 5-м параграфе все еще, the impetus is в generally, этом мире at least смысл for so в many том, people, что is their для многих family. людей, Yes. Or in some ввиду их cases, семейного a положения, person's country, if they're like real nationalists, или, к примеру, standing up если for my взять country людей, которые against the являются world, националистами, or которые philanthropists, отстаивают they интересы want to своей help humanity страны, or help или some какие-либо certain group другого of рода персоналисты, people or которые even гуманисты, которые animals, хотят save the спасти какие-то группы whales. людей, или, например, So люди, there's которые some стоят sort на of страже интересов pleasure. каких-то You know, the видов main животных one is форм. for the family, that's a fact. И, конечно, в первую очередь человек стоит на страже But интересов своей why семьи. doing Но the service? почему? Because there's pleasure. Зачем Because исполнять there's служение? pleasure. Смысл исполнения обязанностей человеком Or понятен, но not зачем just исполнять преданное pleasure, служение? as Потому Prabhupada что человек испытывает удовольствие от elaborates, just совершения этого clarifies a процесса. little Но не further только on в in этом the смысле. same Шрила Прабхупада paragraph. в том же самом параграфе I hope you're объясняет looking at it. еще более That подробно, я надеюсь, вы force сейчас which смотрите. drives the Силу, philanthropist, движущую the householder, филантропом, and the семейным nationalist человеком is и called националистом rasa. называют расой. Aha. There's another very important term. И еще Rasa. один санскритский термин. Yes. And it's also on your list of questions. Также What этот is the термин meaning будет of в this списке word rasa? вопросов. В чем смысл So и the значение answer слова is раса? a И kind of ответ mellow таков. relation or Это relationship whose вкус во taste is very взаимоотношениях. sweet. И вкус So Prabhupada's этих point here взаимоотношений is that сладок. Итак, people are Шрила getting some Прабхупада говорит, taste, вот о чем even здесь. just from serving their family or their country. Люди испытывают Like определенный this. вкус. Some taste is coming. Some nice experience which is making them feel good. В служении, That, в своей yes, this семье, is в своей nice. стране, We're переживая happy. определенный опыт, Where который I'm happy доставляет doing им радость, this доставляет им whatever счастье. service, Да, serving my я family, my счастлив country, or исполнять you свои know, обязанности, the служа whales, своей семье, своей стране, or защищая I don't китов, know, whoever it is, кого бы some там group, ни a было, particular group of любую people. какую-то группу Yeah. людей, в They're частности, getting возьмем. some taste. Да, то есть даже от исполнения подобного рода обязанностей, вида деятельности, that люди taste, испытывают we're still in the вкус. fifth Но paragraph. этот I hope вкус, you're мы looking по-прежнему at в it. 5-м параграфе, я надеюсь, вы Prabhupada смотрите says that bhakti внимательно. rasa is a Прабхупада говорит, mellow бхакти or a раса — это taste, вкус. Это because they're вкус. sort of kind of Два synonymous. Rasa, слова a kind of английских. mellow, whose Да, taste раса. is very sweet. But Да, bhakti rasa, по-английски есть the mellow mellow, и taste. По-русски or the одно слово pleasure, вкус и or the одно и taste, другое означает. that we get. Итак, Bhakti вкус, rasa is a который mellow мы different from the ordinary rasa испытываем от исполнения enjoyed by преданного mundane служения, сильно workers and just отличается mundane от вкусов, people которые мы of whatever испытываем sort. от исполнения Yeah. какой-либо So работы those в are very материальном important мире или points. от соприкосновения с And I какими-либо hope людьми you в материальном noted мире. the Это point очень that важный you're момент, я meant надеюсь, to вы answer. отметили его себе, что вы Yeah. будете Okay. отвечать на этот And let's move вопрос. on to paragraph Пожалуйста, кто-нибудь у нас 6, тоже отмечайте which эти is the пункты. bottom of page 2, at least Итак, in my далее, version. 6-й параграф. If you've got a different Рассматриваем. version, the paragraph begins, mundane workers labor very hard. Параграф This is начинается the со слов paragraph we're going to «Материальная get into right деятельность now. очень тяжелая». So Prabhupada continues the same point, really, И Шрила that the Прабхупада mundane говорит workers, о their том же самом, на rasa, самом деле, в этом their параграфе, раскрывая mellow, более детальным образом the эту тему. taste,
Да, люди, которым приходится тяжело трудиться в этом мире, на самом деле тоже испытывают вкус, и есть определенная мотивация, которая ими движет более глубоко погружаться в эту деятельность. Они испытывают расу, они испытывают вкус, они получают опыт, который движет ими. Да, и мотивация, чувственное наслаждение. Харибол, ешь, пей, веселись. Или наслаждайся препровождением времени с противоположным полом, или какой-то хорошей музыкой и так далее и тому подобное. Понимаете, да, о чем идет речь? Это мотивация, чувственное наслаждение. Материалистичный вид расы, вкуса, опыта, который состоит полностью из чувственных наслаждений. Есть проблема. В бхакти-расе опыт, вкус, который мы испытываем, исполняя процесс преданного служения, in that bhakti rasa, well, Prabhupada hasn't quite made the point so much. Отличается. Шрила Прабхупада, конечно, еще не дошел до детального объяснения, каким образом отличается, но суть вот в чем. Эта раса вечная. Это одна из главных составляющих, отличительных составляющих от материалистичной расы. Итак, мы по-прежнему находимся в 6 параграфе, и смысл здесь говорится вот о чем. Вкус. Да. То есть Прабхупада использует слово «relish», то есть ценить по достоинству, даже испытывать удовлетворение, наслаждение, да, которые испытывают люди от служения своей семье, от служения своей нации и так далее и тому подобное. От совершения различного вида подобного служения люди испытывают наслаждение, поскольку они совершают служение. Кем бы они не были, по какой причине они не совершали. Разница между расой, которую испытывают они, между опытом, который испытывают они, между наслаждением, которое испытывают они, и бхакти-расой. Расой в преданном служении заключается вот в чем. Бхакти-раса является вечной, а мирская раса является временной, приходящей. Это настолько важный момент, что Шрила Прабхупада время от времени возвращается и акцентирует наше внимание вновь и вновь на этом. Затем Шрила Прабхупада продолжает объяснять, по причине того, что опыт, раса, вкус, который они испытывают, от совершения различного вида служения, поскольку она временная, они не могут быть утвержденными в том виде деятельности, который они совершают, в том служении, которое они совершают. Поэтому оно является прерывным, приходящим, временным. И Шрила Прабхупада приводит пример. К примеру, бизнесмен трудится очень тяжело. На самом деле бизнесмены трудятся тяжело. Настоящие бизнесмены. И вот этот бизнесмен трудится в течение недели очень тяжело. Очень тяжело. Трудится с понедельника по пятницу. А ему нужно перерыв. Ему нужен выходной. И интересный момент, и забавный момент заключается вот в чем. Знаете, они трудятся на протяжении недели, с понедельника по пятницу, да, но на протяжении выходных они пытаются отдохнуть, но они также устают и от отдыха. Поэтому снова возвращаются к своей деятельности в понедельник.
Расскажу вам одну историю, когда я был молодым юношей, мне было 21 год. На самом деле, даже до того, как мне исполнился 21 год, я перестал работать и вышел на пенсию. И насколько я думал, тогда полагал, что я не буду работать в этой жизни вообще больше никогда, потому что это вообще, ладно, не будем называть это тем самым словом, мне вообще не нравилось работать. На самом деле, даже я чувствовал, что неправильно работать. С какой стати нужно продолжать и продолжать и продолжать работать. Поэтому я преисполнился решимости, я никогда не буду больше работать в возрасте 20 лет до 21 года точно. Поэтому я перестал работать. Я перестал работать. И в течение года я не работал. И вот чем я занимался. Я просто ходил, зависал, проводил время приятно, занимался серфингом. Я слушал музыку и еще кое-что вытворял, исполнял, о чем я вам не скажу, не должен говорить на самом деле, но через год я от всего этого устал, потому что на самом деле это безделие начало сводить меня с ума, и я захотел вновь вернуться к работе. И вот именно таким образом дела обстоят в материальном мире. Ты трудишься, потом тебе нужен перерыв, потому что ты устаешь от работы. Ты начинаешь отдыхать, и через некоторое время тебе надоедает отдыхать, ты хочешь снова на работу, потому что отдых уже надоедает. Таким образом, материальная жизнь значит перемены. Ты находишься в одном положении, тебе оно нравится, но потом ты вынужден сменить это положение. И даже если через некоторое время ты меняешь свое положение, пытаешься вернуться к изначальному положению, в любом случае ты вновь сменишь и его вновь. Кстати, это будет тоже одним из вопросов. Пожалуйста, кто-нибудь записывайте, это очень важно. Такой вопрос будет. Да, что такое бога-тьяга? Весь этот процесс. Наслаждение, отречение. Наслаждение, отречение. Выходные, приятное провождение время – это наслаждение. Работа – это отречение. Потом опять выходные, наслаждение. Потом опять на работу выходить, опять отречение. На санскрите это называется бхога-тьяга. Определение дается в Нектаре преданности. Означает перемена положения, которое сменяет наслаждение. Наслаждение сменяется отречением. Отречение сменяется наслаждением. Да, в русской версии у нас тоже говорится об этом. Итак, далее мы переходим к следующей странице. Посмотрим свои записи сначала. Параграф 1 на 3 странице. Итак, здесь Шрила Прабхупада продолжает раскрывать более подробно это понимание перемен. И говорит о том, что перемена происходит постоянно, никогда не прерывается этот процесс смены одного положения на другое. И на самом деле мы не можем обрести истинное счастье, пребывая в том или ином положении, ни в отречении, ни в наслаждении. И поэтому вот вам еще один вопрос. И поэтому это называется не просто бога-тьяга, наслаждение, отречение. Чапала-сукха, еще один термин. И если вы человек с индийским бэкграундом, знаете, что такое сук. Это значит счастье, а чапала значит
мерцающее. Пожалуйста, запишите себе это. Кто-нибудь, пожалуйста, пишите, тоже очень прошу. Такое призрачное счастье. Чапала, сукха, такое призрачное счастье. You go into one thing, gives you a bit of happiness. After a while, no, the happiness is gone. Then you must go to another thing, and you get some happiness, but then it goes. And then you must go to another thing, and you get a bit of happiness, but then it goes. Чем-то другим, затем пытаешься испытать какое-то счастье, занимаясь третьим, и вот это и есть такое зыбкое счастье. И есть проблема, связанная со всем этим процессом. Зыбкое счастье. Есть проблема, связанная с этим зыбким счастьем. После того, как человек следовал подобному процессу на протяжении многих лет до самой старости, пытаясь испытать счастье в разным образом, разнообразным образом, самая главная проблема возникает, и она заключается в том, что он умирает. И это на самом деле слишком. Это слишком. Это на самом деле безнадежное положение. После того, как человек прикладывает усилия, изо всех сил старается служить своей семье, пытается наслаждаться, идти путем отречения и так далее и тому подобное, внезапно, бабах, всему конец. И если вы позволите мне сказать, может кто-то даже оценить это выражение как не совсем корректное выражение, но я видел такую наклейку на бампере на одной машине много лет назад. Знаете, да, некоторые люди такие приклеивают на бампера своих автомобилей. И вот этот слоган был такой: «Жизнь — стерва, а затем ты сдыхаешь». Вот такой слоган был на той машине, да, простите за выражение. Да. Может быть, нам что-то стоило по-другому, конечно, выразиться. Да, то есть жизнь очень тяжела, и затем ты умираешь. Да, что тут скажешь? Вот такой конец. И Шрила Прабхупада объясняет этот момент относительно смерти. Чем бы ты ни занимался в течение жизни, какого бы ты успеха не добивался, или насколько бы неуспешным ты не был, неважно, в любом случае, ты умираешь. Если вы Прабхупада объясняет детальным образом во втором параграфе на 3-й странице, который начинается со слов «Смерть является представителем Бога для людей, которые не являются преданными». Шрила Прабхупада говорит, что преданные осознают присутствие Бога посредством исполнения процесса преданного служения и ощущают любовь, реализуют любовь на практике, поскольку любовь проникает в их жизни, в их сердца, в форме осознания Кришны, посредством исполнения их преданного служения. Но что касается атеистов, закоренелых материалистов, для них смерть является Богом. Поскольку смерть для них является разновидностью представителя Бога, в том смысле, что смерть является чем-то неизбежным,
и она всепоглощающая, всепребывающая. А это и есть Бог. Потому что все исходит из Него. И некоторые говорят о том, что смерть поглощает все, хорошее и плохое, абсолютно все. И в этом смысле смерть можно воспринимать как представителя Бога. И затем человеку предстоит следующее рождение, и кто знает, что ждет его там. Удача. Но на самом деле это не вопрос удачи. И поэтому все это служение, которое человек исполнял в течение жизни, может быть, он даже должным образом исполнял это служение по отношению к своей семье, по отношению к своей нации. Но, может быть, даже человек получил какую-то награду от правительства. Может быть, да любое служение. Может быть, он действительно исполнял это служение неукоснительно, несмотря на счастье или страдания, но итог один. Итог один. Смерть поглощает и разрушает абсолютно все служение, исполняемое человеком. Плод этого служения выбрасывается в окно. По милости смерти и ее спутников. Переходим к следующему параграфу. Бхакти раса отличается. Бхакти раса — это блаженство, этот вкус, это наслаждение, которое мы испытываем в процессе исполнения служения Кришне, настолько отличается, что оно не прекращается со смертью. Оно продолжается. Оно продолжается. Поэтому в моей версии, во второй строчке третьего параграфа, на странице 3, Прабхупада говорит: такое блаженство длится вечно, Прабхупада говорит. И поэтому называется Амритой, что означает нетленным, существующим вечно. И догадайтесь, преданные, это еще одно слово из списка санскритских терминов, которые вам нужно будет выучить. Я на самом деле напоминаю вам ту информацию, которая у вас уже есть, чтобы вы делали себе пометки, чтобы вы могли должным образом ссылаться на правильное толкование и определение того или иного термина, каким образом Шрила Прабхупада объясняет тот или иной термин. Поэтому преданное служение — это нектар, это вечный нектар. Оно нетленно, оно бесконечно, непрерывно. И Прабхупада продолжает и говорит, что ведические писания подтверждают этот факт. Это не наша теория, это не моя теория, это не теория Шрилы Прабхупады. Или какая-то просто красивая мысль. Нет, это авторитетное утверждение. И Шрила Прабхупада поднимает очень важный вопрос в этой связи. Преданные тоже умирают, да, или более корректно сказать, тело преданного тоже умирает, подобно тому, как тела непреданных умирают. Но в то время как для непреданных, несмотря на все их достижения в течение жизни, в любом случае уготована потеря. Потеря всех денег. И в следующей жизни они рождаются без единого цента. Без большого дома, который заработали в предыдущей жизни. Без славы, которую заработали в предыдущей жизни. Без всего остального. Все теряется в процессе перехода, в процессе перерождения.
И Шрила Прабхупада ссылается на Бхагавад-гиту. That on this path there's no loss or diminution. Нет потерь на этом And just a пути. little advancement И protects a небольшое person from the продвижение greatest type of fear. защищает Prabhupada talks about человека this от любого in the third вида paragraph. страха. That a little advancement in Bhakti Шрила Rasa Прабхупада говорит лишь о небольшом продвижении в Бхакти-расе. И говорит о том, что это продвижение никогда не будет потеряно даже в тот момент, когда материальное тело умрет. В то время как материалист теряет абсолютно все свои накопления в момент смерти. Но вы, преданные, даже если вы не являетесь продвинутыми совершенными преданными, тем не менее, вы сможете забрать с собой в следующую жизнь все блага и плоды от совершения исполнения процесса преданного служения. Такова особенная природа Бхакти, неразрушимая даже смертью, не говоря уже о каком-либо влиянии, финансовом влиянии, семейном, политическом или каком-либо другом. Никакое влияние не может уничтожить или свести на нет плоды преданного служения. Шрила Прабхупада заканчивает комментарий следующими словами. Поэтому нет никаких гарантий, что в следующей жизни человек получит человеческую форму жизни для обычных людей, но для преданного, как говорится в том самом стихе Бхагавад-гиты, благодаря небольшому лишь продвижению в сознании Кришны в Бхакти-расе защитит преданного от любого вида страха. И в чем заключается этот страх? Не иметь возможности родиться в человеческой форме жизни. Может быть, да, материалисты тоже получат человеческую форму рождения, но вероятность высока, что они могут и не получить. Шрила Прабхупада говорит о том, что каждый непреданный, который не вступил во взаимоотношения, в какой-либо контакт с сознанием Кришны, в следующую своей жизни они отправятся в ад. Это достаточно ужасно звучит, не правда ли? Но именно так и говорит Шрила Прабхупада. Who amongst them, other than, a very few, who does not eat meat? Who does not take any intoxication? Потому что каждый день материалисты совершали огромное количество греховных деяний. Кто из материалистов не ест мясо? Кто из них не употребляет лекарства, да? И поэтому на ежедневной основе материалисты вовлечены в процесс совершения огромного количества греховных деяний. Но преданные не занимаются этим. Именно по этой, не именно по этой, но частично по этой причине преданные в следующей жизни начинают свой прогресс с того момента, на котором мы остановились в предыдущей жизни. И в следующем параграфе Шрила Прабхупада говорит о том, каким образом человек получает свое тело в следующей жизни. В соответствии с деятельностью, которую они совершали в предыдущей жизни. И это называется дайва. Нас не просили запомнить, что такое дайва, но по сути дайва значит божественная причина.
стоящая за всем. Да, за всем в этом мире стоит божественная причина, провидение. Именно в соответствии с этой божественной причиной, с провидением, люди получают следующие тела в следующих жизнях, ввиду того, что они занимаются видами деятельности, которые относятся к категории деградации. Именно поэтому в следующей жизни высока вероятность того, что они не получат человеческое тело, в отличие от преданных. И как говорит Шрила Прабхупада здесь, в середине параграфа, выбор тела не зависит от нас. Нам не предоставляется выбор тела в следующей жизни. О, Кришна! Знаете, некоторые люди, когда они идут в магазины для того, чтобы купить себе одежду, они проводят так много времени, примеряя эту одежду, смотрятся в зеркало, как они выглядят, потом снова надевают другой наряд и вновь начинают красоваться. Но наше тело является настолько фундаментальным моментом, с которым связано то, во что в итоге мы перейдем в следующей жизни, мы не будем иметь собственного выбора. Это объясняется в 4 параграфе. И Шрила Прабхупада продолжает объяснять, каким образом преданный способен исполнять процесс преданного служения в следующей жизни. Он ссылается на Бхагавад-гиту, в которой Господь Кришна говорит: йоги, который не достиг совершенства и оставляет тело, не достигнув совершенства, он может родиться в благоприятных условиях, в хорошей семье, и через некоторое время он получит возможность достичь совершенства и в итоге вернуться домой назад к Богу. Итак, преданные, смотрим на последнее предложение. В этом 4 параграфе на странице 3. Это весьма основополагающий момент. Каким образом мы можем улучшить свой прогресс в сознании Кришны и занять удобное, выгодное положение в бхакти-расе, в вечном, нектарном вкусе сознания Кришны, преданном служении, которое является амритой, нетленной. Вот об этом идет речь в нектаре преданности. Предметом обсуждения именно это и является. Итак, мы переходим к следующему параграфу, страница 3. И Шрила Прабхупада озвучивает общий момент, то есть каким образом быть занятым в бхакти-расе. Понять этот момент под силу серьезному человеку, который старается изучить нектар преданности. В нектаре in the rendering of devotional service. And therefore the title of the book, as given by Srila Rupa Goswami, Bhakti Ras Amrita Sindhu, the ocean of the eternal который вечно присутствует, taste of bhakti, of devotional service. Океан бхакти, преданного служения, или как Прабхупада переводит, нектар преданности. Преданные страницы озвучиваются для Южной Африки на английской версии. Смотрите по ходу просто по русской версии на GitPace. И Шрила Прабхупада говорит,
о том, что любой, кто серьезно встает на этот путь изучения, сразу же замечает, что жизнь его меняется, жизнь становится благоприятной. Жизнь становится свободной от беспокойств. Плюс уменьшается момент, который на самом деле является противоположным сознанию Кришны, минимизируется мирская раса, мирские опыты, мирские вкусы, получаемые через исполнение мирского служения. Сейчас Шрила Прабхупада сравнивает Бхакти-расу и говорит о том, что Бхакти-раса настолько благоприятна, замечательна и прекрасна, что она минимизирует ценность освобождения, спасения. Во многих религиях на самом деле это является ценностью. Каким образом спастись? Каким образом спастись? Это на самом деле великая цель большинства людей. Но когда речь заходит о бхакти-расе, о преданном служении, который является источником чудесного вкуса, то тогда ценность этого спасения, что значит это спасение? По сути, значит быть спасенным от всех проблем в этой жизни. Боже мой, от всех трудностей и проблем мне нужно спастись. Но нектар, ощущаемый в сознании Кришны, нивелирует весь этот опыт, всю эту ценность спасения для человека и перестает терять важность и значимость. Но на самом деле есть еще к чему стремиться. Шрила Прабхупада продолжает, и мы продолжаем читать, и говорит о том, что бхакти-раса, по причине того, что она является трансцендентной и разнообразной, и на самом деле гораздо лучше, чем просто материальная раса, семейная жизнь, работа, настолько отличается и настолько лучше, что сама по себе уже содержит в себе освобождение, свободу. Если мы даже не ставим перед собой цель получить освобождение или спасение, преданное служение дает нам и спасение, освобождение, несмотря на то, что мы даже этого, может быть, и не хотим. Но каким образом работает этот процесс? Потому что Кришна в центре этого процесса. Кришна в центре. Кришна в бхакти-расе. Кришна в преданном служении. Кришна в центре всего. Это не просто какой-то вид деятельности, который лучше, чем материальные виды деятельности. Нет. Кришна в центре этого процесса. И как только мы устанавливаем связь с Кришной через процесс исполнения преданного служения, раса начинает проявляться, нектар начинает проявляться, и человек освобождается естественным образом от проблем беспокойств. Продолжаем. What I will now call the first paragraph of page 4. It's a continuation of the last paragraph on page 3. Тех, кто смотрит на английскую версию, следующая страница, первый параграф другой страницы. И здесь Шрила Прабхупада продолжает и говорит о том, что процесс преданного служения, which gets us into bhakti rasa.
который сам по себе уже погружает нас в бхакти-расу, рекомендован в нектаре преданности, возносит человека на уровень освобождения и даже выше. И человек способен достичь осознания взаимоотношений с Богом и вернуться в духовный мир. И ввиду всего этого человек очищается от ложных отождествлений, от всей скверны, таких как вожделение, жадность, гнев, зависть, гордыня, заносчивость, всего вот этого. Все это коренится в забывчивости о Кришне. Но в материальной жизни они весьма твердо коренятся в сердцах людей. Итак, Кришна завершает картину. В этих словах Шрилы Прабхупады. До этого Шрила Прабхупада еще не переходил к Кришне лично, до этого он обсуждал процессы, различные составляющие, но вот здесь он завершает картину, подытоживает выражением о том, что Кришна в центре. И когда он говорит... All right. The point which comes up is that, когда он говорит об этом, so Krishna, Bhakti он Rasa говорит is so nice вот because о Krishna чем. is there. Бхакти-раса настолько замечательная, поскольку Кришна в центре. Но какой логический вывод из этого следует? Кришна, естественно, полностью духовен, а мы находимся на весьма ранних стадиях, и мы по-прежнему еще подвержены материальному осквернению. И по этой причине мы нуждаемся в очищении. Мы нуждаемся в очищении наших сердец посредством вовлечения в процесс исполнения преданного служения. Очищение сердца значит очищение чувств, чтобы чувства смогли постичь верховную личность Бога. Набаве края индриях, севан мукхе джихвадо, свая эва спуратьядага. Even though our senses are material, несмотря на то, что наши чувства являются материальными, а также и Кришна намади, набхавет граям индриях. Это санскрит, может быть, немного сложно звучит для вас, но чувства, материальные чувства, Набхавет. Кришну невозможно постичь граем индриях при помощи материальных чувств. Поэтому нам необходимо очиститься, нам необходимо очистить свои чувства, вовлекая в процесс преданного служения Кришне, в процесс бхакти-расы. И постепенно все больше и больше Кришна будет нам открываться. По мере углубления, погружения в служение Кришны и присутствие Кришны, личное присутствие Кришны в жизни такого человека становится более ощутимым и осознанным, и более явным. И тогда, естественным образом, все будет раскрываться и складываться таким образом, что духовные вечные взаимоотношения с Кришной будут развиваться. Об этом говорится в параграфе, который мы читаем сейчас. И все это происходит таким образом, что нельзя сказать, что только так или только так. Да? Но конкретным образом это происходит под руководством духовного
учителя нельзя исполнять этот процесс, полагаясь лишь только на себя. Каким-то образом, конечно, это возможно, но при условии очень прочного положения в сознании Кришны. Но на самом деле в сознании Кришны, в Бхакти, невозможно занимать прочное положение, не имея этой ценности исполнения процесса преданного служения под руководством духовного учителя. Постепенно, Прабхупада говорит, постепенно преданное служение становится спонтанным и естественным. Конечно же, сначала нам нужно следовать правилам предписаниям. Ой, правильно сделал, ой, неправильно сделал, так, хорошо, продолжаем. То есть на начальных стадиях это нормально. Мы практикуем. Но через некоторое время, постепенно, естественно, происходит процесс исполнения преданного служения, к которому вы привыкаете. Объясняется это таким образом, потому что дремлющие взаимоотношения с Кришной начинают пробуждаться в вашем сердце и всплывать на поверхность постепенно. И поэтому процесс исполнения преданного служения для вас становится более естественным. И в этой связи мы можем сказать вот о чем. Мы можем произнести на самом деле даже стих Адилила 9:10. Jai Shri Madhavendra Puri Krishna Prema Pura Bhakti Kalpa Tarura Tenho Pratama Ankura. All glories to Shri Madhavendra Puri. Слава Шри Мадхавендра Пури, сокровищнице преданного служения Кришне. Он, исполняющий желание древа преданного служения, и он же первый росток того дерева. Другими словами, Мадхавендра Пури во всем этом процессе, который мы с вами получили от Бхакти Свами, который он, в свою очередь, получил от Господа Чайтаньи, весь процесс этот изначально берет свое начало от Мадхавендра Пури. На самом деле он является величайшей сокровищницей всего преданного служения Кришне. Пожалуйста, помните об этом, это очень важный момент. Нам необходимо ценить по достоинству то, что мы должны ценить. Нельзя быть неблагодарным. Да, Чайтанья Чаритамрита 9:10. Сознание Кришны, конечно же, это сплошной нектар, но, пожалуйста, никогда не забывайте, от кого вы получили сознание Кришны, и будьте благодарны тому, от кого вы получили сознание Кришны. Поэтому мы испытываем благодарность по отношению к нашему духовному учителю, к Шриле Прабхупаде, к Господу Чайтанье и даже к первоисточнику, к Мадхавендра Пури. Вот таким образом, преданные, мы завершаем чтение этого параграфа, в конце которого Шрила Прабхупада говорит, что опыт Бхакти расы преображается в 12 конкретных видов взаимоотношений с Кришной. 5 из 12 являются основными, и 7 из 12 являются второстепенными. Главное — это мадхурья, супружеская любовь, а затем родительская, затем дружеская, затем дасья раса, это отношения слуги и господина, и затем нейтральная раса, это шанта раса. Это все вечные взаимоотношения с Кришной. Постепенно, по мере прогресса преданного, преданный он или она обнаруживает, что он входит в одну из этих рас. И именно для этого нектар преданности и написан, чтобы помочь нам понять, каким образом весь процесс развития бхакти-расы для этого и создан, для того, чтобы нам понять наши взаимоотношения и углубить и развить эти самые отношения с Кришной. На сегодня все. Преданные, позвольте озвучить
слова благодарности преданным, которые сейчас из Мумбаи, из Бомбея, которые принимают участие в Киртане. Мы очень рады, что вы сейчас присутствуете здесь с нами. Пожалуйста, продолжайте Киртан Мелу. И спасибо вам всем, Шрила Прабхупада Ки Джай, что Шрила Бхакти Caitanya Swami Мараджа Ки Джай.